изготовления сердечка из ткани нам понадобятся остатки из джинсовых брюк. С помощью вот этих ножниц, которые имеют здесь зубчики, специальные ножницы, я вырезала ткань, и у меня по кругу, по окружности получились зубчики. Нам надо будет 2 детали. В середине нам понадобится еще наполнитель, синтепон. И выкраиваем также 2 детали ножек. Это у нас будут такие ботинки. Перешла по ссылке и нашла статью. Я скопировала в этой статье рисунок сердечка, как нарисовать глаза, кармашек. И там было предложено рисовать акриловыми красками. У меня они тоже есть, но у меня также есть и краски для тканей. Поэтому я попробую рисовать именно красками для тканей. Я перевела рисунок с помощью вот этой копирки, перевела на джинсовую ткань. Правда, он переводится плохо, поэтому вы можете сделать прорези на деталях и нарисовать смывающимся маркером или другим каким-нибудь карандашом. Сначала я рисую 2 белых глаза. Я взяла совсем такую кисточку, тупую, не острую, потому что это острая, а это хорошо размазывать. Эти ботинки я тоже здесь внизу немножко затонирую белым. Я здесь хочу писать надпись «Я люблю тебя» или «I love you». Поэтому, чтобы было лучше видно, мы этой же краской белой немножко осветляем это место. После окончания окраса белой краской я всегда чищу кисточку и потом вытираю сухой тряпочкой. Сейчас я нарисую сердце и кармашек. И рисуем также кармашек на других моделях. Когда краска немножко подсохла, я еще раз наношу красный цвет, так он будет ярче. У меня есть вот такие фломастеры по ткани. Я использовала красный для вот этих ботинок, а синий я использовала здесь. Но он почему-то у меня красит не синим, а по джинсу он красит у меня зеленым. Вот эти точки я поставила вот этим маркером, вернее, здесь они получаются такие точки кругленькие, им надо дать время засохнуть. При необходимости можно подсушивать феном. Там, где у меня было вот здесь белое пятно, но немножко влажноватое. Фен надо держать где-то за 10-20 сантиметров до самого изделия. Таким черным фломастером для ткани, или вот такая ручка, она тоже для ткани, и она не боится воды, я обвожу глаза. Она тоненькая, поэтому можно обвести несколько раз, а фломастер немного толще. Следуя рисунку, глазки у меня будут находиться вверху. Рот можно рисовать уже фломастером. А вот это рука. Также у меня есть вот такие другие фломастеры. Серый, вот этот серый, я им обводила вот карман. Он делает такую вроде бы небольшую тень, но это создает 3D-эффект кармана. Эту ручку надо ставить фломастер прямо, тогда он хорошо рисует. Также я еще обвожу глаза. Создается такая тень, оттенок. А теперь нам нужно нарисовать брови. А здесь вот такие немного приподнятые, удивленные.
объем рисунку. Сердце я тоже обвожу черным фломастером. После того, как краска высохла, нам необходимо проутюжить утюгом без пара, чтобы зафиксировать краску. Поэтому я накрываю марлей и в течение нескольких минут обязательно надо проутюжить. После того, как мы проутюжили эту часть, я могу теперь поставить точки залитера на карманы. Для подвески сердечка нам понадобится шнур длиной 6-7 сантиметров. И для подвесок для ног шнур длиной 13-14 сантиметров, который мы разрежем пополам, чтобы хватило на 2 ноги. И оставлю отрезочек небольшой открытым, чтобы положить сюда немножко синтепона. И потом опять зашью. Веревку подвеску я пришиваю в середине, но ее можно пришить также и сзади. Когда мы наполнили и зашили полностью наши тапочки, наши ноги, мы пришиваем к нижней части туловища сердечко. Я посмотрела и решила, что оптимальная длина ног где-то 4-5 сантиметров, чтобы они тоже не были сильно длинными. Пришиваю ноги к задней части туловища. Отмеряем и центрируем. Здесь я уже шью синей ниткой, чтобы с изнаночной стороны не было видно, так как я шью выше. На тапочках это незаметно. Совмещаем обе части туловища сердца и прошиваем по длине. Вот здесь оставляем открытым участок, чтобы наполнить синтепоном. Вот что в результате у меня получилось. Вот такое сердечко. Ножки здесь у него из шнурочков. Так как длина шнурочков оказалась длинная, я завязала здесь узелки. Получились такие импровизированные колени. В этой модели я использовала резинку. Есть такие круглые резинки, они очень похожи на шнурочки. И стопы я здесь направила в другую сторону. Какие вам больше нравятся, такие и делайте. И еще один результат. Я забыла пришить ноги и не захотела уже порой их вставлять. Такое сердечко можно использовать для связки ключей.